И всем привет, с вами я Николай, и сегодня у нас будет обзор на книгу Григория Марка под названием «Судный год». Книжка мне досталась бесплатно с лабиринта, так как или я ее покупал. В общем, суть в том, что книга рассказывается в книге о том, что типа главный герой, бывший гражданин Советского Союза, когда-то жил, потом переехал в Бостон. Писатель новичок, сразу скажу, писать он не умеет, тоже могу сразу сказать. Как по мне, если ты хочешь быть писателем, ты должен хотя бы научиться писать книги. Хотя бы. На таких площадках, как Литрес, где ты можешь быть сам издатом. Опять же, к примеру, выпускать первую выпущенную книгу в 1000 сразу экземпляров, я, ребят, не вижу смысла никакого, потому что, какой это писатель, который выпускает 1000 книг, и который потом вообще не будет читать данную книгу как «Судный год». А почему называется «Судный год»? Я вам сейчас поясню. Потому что главного героя, Григория, может быть, даже не Григория, в общем, там, как говорят, без пузыря не разберешь. Потому что пишет сначала в прологе какую-то несусветную чушь, потом в главе 1 тоже какую-то фигню написал. Тоже непонятно, к чему она относится, к прологу, не прологу, или вообще к отдельной какой-то другой истории, другой книге. В общем, какая-то история вообще запутанная. Но «Судный год» это обозначает то, что у главного героя какая-то женщина на него подала в суд, то, что он типа ее преследует. Из-за этого называется типа «Судный год». Книга, в принципе, нормальная. Читать, в принципе, можно. Но когда он описывает помощницу прокурора, как она выглядит, какие у нее красивые глаза, какие у нее рыжие волосы, и это все, ребят, на целую главу, страниц, грубо говоря, на 5, сами поймите, я как-то не хочу об этом читать. Вот Стивен Кинг отлично, да, пишет. Написал там 5-6 строчек и все. А этот же берет, чуть не полглавы пишет про главного героя, как он выглядит, потом про второстепенных героев, как он выглядит. Опять чуть не по полглавы на каждого выходит. И что меня больше всего еще раздражает в этой книге, в том, что он перескакивает с места на место. Чтобы вы понимали, я прочитал 6 глав, на 7 уже не хватило. То есть он описывает вот мои воспоминания о том, что вот как я жил в Советском Союзе. Потом бац, нафиг пишет о том, что вот это у меня типа был порыв воспоминаний, сейчас я очнулся, грубо говоря, в Бостоне. Понял, где я нахожусь. Если ты пишешь старые воспоминания, как-то жил ты в Советском Союзе, так ты напиши сначала одну книгу, как ты жил. Что тебе нравилось там, что не нравилось, а потом ты бери и пиши, как ты переехал в Бостон, и кто там до тебя домогался, не домогался. А так бегать с места на место, я не люблю такие книги. Как одна девушка из блогеров книжной тематики, точно я не знаю, кто именно, может быть, Юлия Волкодав, может быть, Аня Букспейс, может, еще кто-то. Я многих блогеров, девушек смотрел. Они рассказывают в основном о том, что, не помню, кто именно, сказали, как понять, что тебе книга зашла. Вы должны хотя бы прочесть 50-100 страниц. Если вы прочтете хотя бы 50 или 100 страниц, и вам книга, как говорится, залезла в душу, грубо говоря, да, то вы можете, в принципе, дальше читать. А если вам книга не залезла в душу, и она вам не понравилась, то не стоит, как говорится, читать дальше книгу, а просто-напросто взять ее и записать о том, что вам она не понравилась, как вот сейчас в данный момент делаю я.
все легко и просто. Вы спросите, что я буду дальше читать? Мне еще нравится Алексей Пехов, которого я вот начал читать. Вчера, кстати, я главу первую прочитал с прологом. На самом деле я прологи терпеть не могу, но у Алексея Пехова и у Стивена Кинга прологи просто зашибенные. Может, у кого-то тоже они крутые, зашибенные. Но пока что я буду читать другого автора, потому что этот автор мне не очень-то зашел. И запомните раз и навсегда. Если вы видите какого-то писателя, который там круто пишет, там, не знаю, Алексей Пехов, Стивен Кинг, и вы хотите быть таким же крутым, как он, или быть, например, вот я вот, например, записываю видео, к примеру, да, вот про книги, я хочу быть, например, быть крутым там на Ютубе, например, или еще где-то там на первом месте среди всех блогеров книжных, да, хочется, но вы не думайте о том, что вы тоже будете когда-то популярным. У вас может быть аудитория всего лишь 1000 человек, но вы будете писать очумительные, как говорится, крутые рассказы. У вас маленькая аудитория будет, но вы можете большие деньги на этом зарабатывать. А если вы пишете фигню какую-то, то у вас и 1000 человек-то не будет читать, потому что вы фигню написали. А потому что Григорий Марк пишет, и у него, кстати, только 3 книги. Это в лабиринте, да. А на Литресе там опубликовано 2 книги. И посмотрев по отзывам, именно по звездам, то есть сколько человек проголосовало за эти книги, оставило отзывы звездочками именно. Скажу честно, что он, грубо говоря, никому нафиг не нужен. Так что вот такая вот вся петрушка, ребят. Если вы хотите стать знаменитым, старайтесь, отучитесь и пытайтесь. Одна, может, книга у вас не получится, вторая, третья, пятая, 10, но вы пытайтесь. Я тоже когда-то начинал вести YouTube-канал. У меня одна тема не получалась, другая, 5, 10, и в оконцовке, чтобы вы понимали, я удалил около 15 YouTube-каналов. И вот я нашел свое призвание именно читать книжки. Мне это нравится, затрат практически нету, потому что книгу можно продать, если что. Так что надо стараться, трудиться, и все у вас когда-нибудь получится. Не надо сдаваться. Ну, а на этом все, ребят. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам... Если вы хотите, конечно, почитать книжку «Судный год», можете прочитать. Если вам понравится. Если вы ее читали, то напишите, что вы ее читали. А нет, так и сюда нет, как говорится. Так что все. Всем спасибо, до новых встреч, всем удачи и всем пока.